категорически приветствую. Мне повезло в том смысле, что рядом со мной находится такое место замечательное. Еще с таким хорошим хозяином, приветливым, доброжелательным и гостеприимным. Понятно, что многие знают, что я болен топорами на всю голову. Вот. И можно попытаться поговорить о некоторых вещах, ради которых я, собственно, сюда приперся, просил Славу меня принять. Косвенно хотел упомянуть заточку топоров. Значит, есть очень много подходов, линза, столярная заточка и так далее, но я хотел начать немножко не с этого, а с того, для чего и какой топор точить. Что имеется в виду? Не всякий топор держит не всякую заточку, которую бы нам хотелось, и не всякий топор может выполнять ту работу, которая бы нам от него хотелось. То есть топор подбирается внимательно, каждый для каждой конкретной работы. И иногда бывает, что тот топор, который ты придумал для работы, может ее просто не выполнить. По своим качествам, из какой стали сделан и так далее. И это только прелюдия к тому, что я вообще собираюсь сделать. То есть если какой-нибудь японский топорик сделан из очень хорошей стали, кстати, из шведской в основном, он очень неплохо держит достаточно хорошую заточку и доводится до бритья. Вообще доводить топоры до бритья на самом деле не так часто и нужно. Как бы люди этим не хвастались, да, мой топор бреет. Есть один американский знаменитый реставратор, который старательно режет сделанным топором цветные фотографии разных знаменитостей. Очень красиво у него все это выходит. Это не всегда нужно, кто бы там что ни говорил. Люди, работающие с мягкой липой, конечно, топоры доводят очень остро. А человек, который пришел в лес и который рубит сосну у комля, доводить топор до бритья бессмысленно, потому что в этой коре будет столько песка, что ты всю свою бритвенную заточку загубишь мгновенно. И в этом смысле не нужно и не стоит тратить лишние усилия на то, что топор прямо брил. Я же в этот раз усилия потратил. Почему? В один прекрасный момент я что-то устал от себя в зеркале. Я очень много говорил о топорах с разными людьми и рассказывал, что я брею своими топорами, но бороду не брею. Я собирался уподобиться ребятам из ZZ Top, чтобы бородище было вообще совсем большущее. Но вот что-то как-то 5 лет спустя после предыдущего раза я вдруг понял, что она мне надоела. Меня очень многие знают в таком виде и достаточно давно. Повторюсь, в предыдущий раз я брился 5 лет назад. И я решил, что борода погибла, тем более у сына свадьба через 3 дня. Так вот, почему бы не попробовать, чтобы она погибла с помощью топора? И может быть даже не одного. И может быть даже не 2. И может быть даже не 3. Как пойдет. Но дело в том, что это не тот процесс, который можно отрепетировать многократно, на камеру отснимать и потом, значит, дубль 1, дубль 2, дубль 3. Она не отрастет, даже если мы начнем. Поэтому, именно поэтому одна из причин, почему это видео не снимается на прямой эфир. А может быть, тут сейчас крови будет фонтан. Мы, конечно, приготовили жгут на шею. То есть, если вдруг совсем будет крови много, ну, шею жгутом перетянем и до скорой помощи доползем. Но я искренне не знаю, что сейчас произойдет. Это будет попытка, причем она будет единственная, поскольку дублей невозможно. То, что сбрилось, назад не приставишь. Будет много крови, это видео в широкий доступ не пойдет. Не будет крови, вы все это увидите.
факт, что на том пне, где отчекрыжилась борода, какие-то песчинки не встречались. Поэтому, собственно, перед бритьем я, конечно, на ремешочке это топорик-то поправлю. По крайней мере, ну они, в принципе, все участвовали. Но вот хват мне показался довольно любопытен по удобству, как не, абсолютно не топориного процесса, но довольно удобен. Уходит борода, уходит. Ну, общее впечатление от наполовину законченного процесса. Самый выигрышный топорик по удобству — это вот этот вот старенький довоенный финский плотницкий топорик Белнасбрюк 47-я модель. Он оперативнее и удобнее всего, и он больше всего похож просто на бритву. То есть чем топор тяжелее и больше, тем это сложнее и опаснее. Идет вибрация, идет какая-то детонация в руках, скажем так. И поэтому люди, которые бреются огромными американскими даблбитами, вызывают уважение, и почти наверняка у них есть опыт этого. Я, повторюсь, даже опасной бритвой не брился ни разу. И вуаля. Ну, по крайней мере, не похоже на то, каким пришел. И на Петровича похож только по голосу. Но что делать? Кому сейчас легко? К свадьбе сына нужно быть молодым. Тем более рядом с отцом, который настолько старше. А то я старше отца выглядел. Спасибо, что посмотрели.